Привет! У меня сегодня несколько натюрмортов, таких быстрых, может быть, за полчаса, за 40 минут я писала каждый. Не так часто пишу натюрморты, но иногда бывает, что как-то по фотореференсам уже не хочется, ставлю что-то маленькое, так, для тренировки, чтобы держать себя в форме, потому что когда-то, когда я училась, очень много писала натюрморты, сложные натюрморты, маслом натюрморты. И мне это перестало быть интересно, когда я уже стала самостоятельно работать. Был более интересен пейзаж, портрет. Ну, давайте посмотрим. И буду рассказывать, как обычно. Стала в последнее время записывать месяц и год, потому что теряюсь. Иногда вытаскиваю его сколько лет назад, и только в Инстаграме там есть напоминание, что было в этот день год назад. Так можно понять, сколько времени прошло. В общем-то, в своих навыках я не очень продвигаюсь, но хотя бы, чтобы держать их в тонусе, как спортсмен, не расслабляться. Это домашний кексик. Мы с дочкой пекли, получили массу удовольствия, а потом я поставила это дело все писать. Монетки себе положила маленькие. Люблю натюрморты, но без каких-то претензий. Положить и вот в ракурсе сверху их писать. Разные монеты, которые у нас валяются. Иногда на сдачу дают какие-нибудь центы. А иногда бывают фальшивые монеты. Надо следить за тем, что тебе дают на сдачу. Это, вы, наверное, знаете, такой сырок маленький, вот такого размера. Оказался очень популярным в Европе. И в Израиле его тоже любят. Я его обожаю, очень вкусный, но он своей цены не стоит. За маленькое количество отдаем много денег. Потому что ребенок одно время брал в школу, он не любит, когда сыр у него от жары расплавляется, а этот сырок, он идет в восковой оболочке и остается целым, не расплавленным. Это несколько натюрмортиков таких, нитки и ножницы. Несложные сюжеты. Я засняла один из процессов, покажу вам. Или, может быть, уже показала, не знаю, в каком порядке у меня будут выходить видео. Просто было интересно, ножницы и как идет нитка. С ниткой можно играть. Вот этот натюрморт у меня заснят. Тоже пару сырочков, которые я в школу детям даю. Плавленый. И этот был маленькие помидорчики, знаете, такие черри, вот такого размера. Сладенькие. Вообще в Израиле помидоры не очень сладкие, вы знаете. Все сладкое и вкусное идет на экспорт. Перец с этими помидорчиками, так, по-быстренькому. У меня остался процесс, но я не думаю, что это кому-то интересно. Ставьте натюрморты и пишите. Не надо по ним, по фотореференсам, это лишнее. Если еще портрет понятно, где найти модель, то натюрморт, говорят, сам Бог велел писать с натуры. Это просто красочка, одна из моих любимых, которую почти закончила, желтенькая. Печенька. Петибер. Шоколадная вафля или
конфеты, не знаю, со слоеной начинкой. И, собственно, все. Чтобы такого красивого положить наверх. Спасибо, что были со мной. Мне всегда приятно получать от вас отзывы. Не забудьте непременно поставить меня в известность. Понравилось, не понравилось, как вы ощущаете, пишете ли вы натюрморты. Как ваши дела? Мне это тоже интересно. Спасибо за просмотр. Приходите через неделю. Будет еще. Оставляйте лайки и подписывайтесь. До свидания.